Всем добрый день, меня зовут Игорь Невзгляд, я художник, преподаватель живописи и арт-терапевт. Сегодня я хочу рассказать вам о том, что нужно для того, чтобы написать картину маслом. Значит, для начала нам нужен холст. В современных магазинах холст продается уже натянутый на подрамник, то есть ничего подготавливать не надо, натягивать не надо. Холст полностью погрунтованный, то есть никакой дополнительной подготовки не требуется. Можно брать, распечатывать и также рисовать. Можно также купить более бюджетный вариант холста, это холст на картоне. К сожалению, у меня нету чистых холстов. Вот я рисовал свою картину. Вот купил холст на картоне, вот он тоненький такой. Единственное, что лучше покупать холст, чтобы он был закреплен здесь сзади на картоне, потому что есть холсты просто наклеенные на картон. Они не подходят, потому что они могут промокать, могут скручиваться, сгибаться, а этот он достаточно плотный и видите, он достаточно ровный, то есть он будет более долговечный. Значит, что нам еще понадобится? Можно купить такой небольшой мольбертик, чтобы удобно было рисовать. Но в принципе для первого раза можно просто положить холст на стол и рисовать вот так вот, горизонтально. В принципе, первые свои картины маслом я так и рисовал. Значит, что нам еще понадобится? Понадобятся кисточки. Кисточки обычные можно купить, даже рекомендую купить искусственные, нейлоновые, они очень мягкие, очень легко и равномерно наносят масло на холст. Можете купить где-то штучек 5 разного диаметра. Можете купить, там есть плоские кисточки, круглые. Попробуйте купить разные. Так, для начала 5 штук сойдет. Так, что нам еще нужно? Нам еще нужен растворитель или даже разбавитель для масляных красок, потому что масло не растворяется водой, поэтому нам нужен разбавитель, который играет роль воды в случае, как для акварельных красок. Вот в этом случае нам нужен разбавитель, но если хотите рисовать дома, вам нужен разбавитель без запаха, обязательно без запаха, потому что даже обычные растворители для рисования, которые продаются в художественных магазинах, они содержат запах. Так что если будете покупать разбавитель, то просите, чтобы вообще был без запаха. Вот это немецкий разбавитель фирмы Кремер. Здесь должно быть написано без запаха. Потому что даже вот этот растворитель, который без запаха, он все равно имеет тонкий аромат. И даже если вы его сразу не почувствуете, то ваши родственники, когда зайдут в комнату, обязательно его услышат. И даже рисуя этим растворителем несколько часов, нужно будет потом проветрить помещение. Но он не такой интенсивный, как остальные. Вот его можно купить, они продаются такими баночками большими, его хватает надолго. То есть на одну картину у вас уйдет совсем чуть-чуть где-то. Вот так. Так, что еще нужно? Нужны масляные краски. Для начала можно купить маски фирмы Sonnet. Они стоят, даже ценники где-то 50 гривен. Они такие, хороший вариант такой, они достаточно бюджетные и достаточно качественные. Можно купить поштучно основные цвета. Можно купить набор. В наборе они продаются такие в 2 раза меньше. И для начала вам набора хватит небольших картин. Так, еще есть, я здесь положил на всякий случай мастихин. Хотите, можно попробовать сразу, но все же рекомендую вначале пробовать кисточками, а потом уже переходить к мастихину. Так, что еще нам понадобится? Понадобится такой одноразовый стаканчик пластиковый. Вот в чем плюс таких разбавителей, то, что они не растворяют пластик. Потому что поначалу я пробовал рисовать хозяйственным растворителем, white спиритом пробовал, даже пробовал
Забыл. Ну ладно. Другими растворителями. И они растворяли стаканчики и не очень сильно воняли. Даже соседи жаловались. Так что покупайте растворитель без запаха. А также очень хорошо, если вы найдете какую-то посудину металличную. Вот я нашел такую вот интересную посудину из детского набора посуды. Она металлическая и очень удобно рисовать. Так, еще вам понадобится палитра для смешивания красок. Ну и в принципе и сами краски вы будете выдавливать на палитру, чтобы не занимать место. И еще вам понадобятся обычные бумажные салфетки, по 100 штук можно купить. Они нужны для того, чтобы вытирать кисточки, и потом можно вытирать краску с рук, со стола, с палитры. Обязательно стол накройте какой-нибудь клеенкой, потому что, ну, как показывает опыт, краска обычно будет везде, даже на руках, на волосах, на лице, поэтому лучше накройте стол клеенкой, чтобы не было краски на столе, чтобы потом легче было убирать. И положите еще целлофановый кулек, обычный кулечек маленький, для того, чтобы все использованные салфетки потом складывать сюда. И также, когда вы будете выбрасывать пластиковый стаканчик, промокните растворитель салфетками, чтобы его не осталось. И тоже это все положите в кулечек и плотно завяжите, потому что если вы просто так выкинете это все в мусорное ведро, оно будет, ну, неприятно пахнуть. Поэтому лучше плотно замотать, завязать, чтобы оно, ну, не мешало вам, ни вашим родственникам. Вот здесь у меня стоит этюдник. Но это так, уже для тех, кто серьезно решил заниматься живописью. Можно купить себе этюдник. Чем он полезен? Тем, что, во-первых, в нем можно хранить материалы, краски, кисточки, мастихины. И также он используется как подставка для картин вместо мольберта. И его еще можно брать на природу и рисовать картины на природе, если у вас будет такое желание. Ну вот, пока в принципе все. Был рад поделиться с вами своим опытом. До новых встреч!